Всем привет, дамы и господа, с вами Джейми. Сегодня у нас долгожданный выпуск с Даста 2, повдема, все того же Донка. Все-таки это один из 3 лучших игроков мира, да, 2 остальных мы с вами знаем. Интересно, как он приспосабливается к Дасту 2, потому что на профессиональном уровне он его на тир-1 не играл. И первые потуги, попытки игры хочется посмотреть. Не самая сильная игра со стороны статистики, но опять же это Донк. Всегда полезно смотреть его игры, понимаешь, как двигаться, на что делать акцент и так далее. В целом матч не особо важного турнира, но опять же СНГ дерби всегда интересно. Что ж, приступим. Элитки, да, классика игры в Counter-Strike. Элитки здесь, один пак, да, получается у нас с вами. Заткнул Б, это Б-раш был, да? Так, чисто лаки смог для вас, ребята. Вот так он выглядит, самый популярный смог сейчас в этой игре. Был бы раш, зонтик, ля-ля-ля. На самом деле, если бы они выпрыгивали, большой шанс был бы разменяться, но не суть. Что я могу сказать? Двигаться, да, не забываем, но это база уже стала в этой игре. Любой чел с любой команды, любого уровня понимает это. Я уже давным-давно не вижу людей, которые стоят АФК, потому что так невозможно выиграть. Он решил спушить, все дела. Вот этой проверкой Тёмки он понял, что ну все, типа, это 10 000 %. И теперь вопрос, будет ли он палиться идти в спину, либо он дождется, пока все придут. Но с другой стороны, тут нет спотов, у людей по-любому пойдет в спину, да? Ну да, он даже не стал дожидаться, пошел выход, решил под шум, тем более ланд, выбежать на ноге. Не его ган, был бы у него юз, он бы разорвал, мне кажется. Тут он начал спреять с юспика, как обычно мы с вами видим, хайлайты у него бесконечные. Тут в зону рандома он попал. Так, и скаут он берет, 2 скаута, да, 2 скаута. Тоже классическая штука с Даста 2. Ну, интересно, что со скаутом. Да, дека, да, неплохо. Да, дека плохо. Он красный. Вот еще одному парнишке плохо. На ланге еще кто-то упал. В целом ничего интересного нет. Упал смертью храбр. Идем дальше. Дигл. Давайте еще, мне интересно, мы смотрим игру за Донком. Посмотрим, в каких раундах он будет без гана. С иглаком либо юспом, соответственно, это тоже очень важно. Вот так вот, да. Ну, вот такая шальная залетает. Тут у нас видно подготовленные парни. Что зумят, какие-то невероятные смоки. А я дроп, то есть да, вот сразу видим с вами. Смок проход, да, многие на фейситах, ну и в целом даже про игроки, этот смок никак не рейтят, не дают его. Но на самом деле, конечно, важно иметь много смоков, чтобы затыкать точки. Но еще важнее не начинать раунд с хита, не дай бог с фрага. Поэтому, ну, и под этот смок очень много всяких мувов есть, прочеков. Ну, не говоря уже об этом смоку и так далее. Поэтому, если хотите прям взять раунд и знаете, что там есть там снайпер, большой шанс того, что он просто хитанет вас. Вот тут у нас тень, если что, поэтому центрально пикает. Убил, дал смог, перешел, сблизился, ушел на атомлонг завершения. Молик еще, смотрите, буст классический. Но посмотрите на этот молик, как он раньше был, да? Сейчас он в раза 2 меньше. Кстати, да, забыл сказать, у нас вот обновление в этой игре. Буквально несколько часов назад вышла обнова. И интересно вообще, насколько изменится тотальный геймплей. Там вертига поменялась, но это все пофиг. Молики сейчас, пацаны, за КТ, конечно, как CSGO. Плюс они горят на секунду меньше, я так понимаю, чем теровские. То есть теровские молики имба, поэтому на какие-то зоны можете дропать своим тиммейтам молик. Жесть, это видит. Ну и классический стрейф. Играют пассивно. ШЖ идет отпикивать. Донк на стрейфах. Какая-то флешка. Ну вот так вот. Теры на самом деле сделали все максимально грамотно. Ну, то есть там КТ в рамках действия, ну, допустили такую ошибку, что есть окно, в которое он вышел и подловил типа, плюс Донк был не готов был на гранате. Но кого это волнует, да, когда... О, у тебя чел идет ретрейдить чела, который стоит на месте. Он вместо того, чтобы добивать одного хотя бы, переводится на типа, который выбегает, с первого его убивает, может, со второй, и добивает этого. То есть большинство игроков, оно бы просто решило бы убить хотя бы одного. Но не этот парень. То есть это и делает разницу, на самом деле. Вот так смотришь, будто бы ничего он естественно не делает. Вот в таких моментиках просто происходят чудеса. То есть это 8-я пуля, там, вы поняли. Из-за тени не идет по дальней, идет по средней. 18 секунд, все это идет через КТ, и тут как раз бошки для Донка. Конечно, в башку он его убьет какой-то. Хэдшот персон, 42. А, ну там тело было. Но опять же тоже много есть моментов, где ты хочешь автомат там в тело заспреять. Окей. Опа, а вот и охлаждение пошло. Вот так можно его вырубить, все правильно. Еще раз посмотрим. Широ увидел, понял, что они бегут, говорит, бегут, и он понимает, где они, примерно ставит прицел четко. Первый мисает, начинает спреять, и все. Окей.
Ну да, он прям смотрит заход, он ли здесь. Типа, чтобы его вырубить, надо выйти примерно по центральной и вот так убить. Вот так не получится, его кончить надо вот так. И вот очень важно в этой игре без звука стрейфить. То есть, видите, он в целом не АД на месте делает, а пикает. Типа, вот смотрите, его моделька. Вот это все без звука надо делать, уметь, чтобы нажимать на клавиши, конечно. Это достаточно тяжело так нажимать, надо быть в зоне. И опять же, любой бэхит, он просто разворачивается и тут дуэль. Любой бэсплит, он просто выходит, здесь крошечку, даже не дает им куда-то подойти. Любой ахит, он уже отсюда сразу дает смог, переходит, их четверо принимают. Первый рез, смог. Посмотрел на раш, флешку, проверил бахит и ушел на мид. Опа, смог петля, да, ну раньше, он такой, ну практически, это кто на бэш? На бэше чоппер оказался. Флеш? Ну, своего успел забрать. Ну, то, о чем я говорю, типа, он старается вот в этой зоне, типа, убивать. Не скажу я, что это, на мой взгляд, является чем-то имбалансным, это просто нереальная уверенность в себе, что ты, типа, выбежишь и сразу первого убьешь, со вторым, типа, 50 на 50. На деле очень тяжело тут убивать, как по мне. Опа, Б. Тут если что, можно запрыгивать без звука, кто не знал. На этот ящик не отсюда выходить и так переходить, а вот отсюда сразу. Сразу смог дал. И тут как раз Леня опытный игрок. Бэхи должен был быть, он сразу заткнул смоком. Бэсплит. О, вот это будет сейчас интересно. Принятие бэсплита в целом, пацаны стоят достаточно сильно. Флешка тут будет, маловероятно. Первый контакт зонтикс, либо донк на звук пикнет, но такое. Вряд ли он будет пикнуть, что тут снайпер. Надо донку убивать дека, который будет в окне, либо, ну, короче, сейчас очень интересный момент. Они плюс-минус стали идеально против бэсплита, но тут четверо, непонятно какой размен будет, плюс чоппер нашьет сейчас. Я ставлю на то, что КТ это примет. Только если донк авик не законтролит, сейчас посмотрим. Блин, ну Леня спрей свой замесал. Ну да. И последний фраг Лаки ушел. Ну ладно, тут было не прям честно, потому что уже чел со спины шел, поэтому он их поднакоцал и зонтикс убивал полукрасных. Б-база, молик, ну, микро, конечно, темка. От бараша смотреть смог, который летит, тогда можешь на префе скинуть какую-нибудь гранату. Вечно зарубан на лонге, а вот резал, бежит, Широ убила. Флешка будет? Такое. Мало кто, играя в фейсы, вот так вот делает, 100 хп на скаут бежит, типа ему надо, чтобы убить, попасть в голову, когда ты его загоняешь там в легких дуэлях. Мало кто это делает, но на самом деле это правильно. Если ты знаешь, что скаут вне позиции, типа условно у тебя с ямы не хитанет 2 раза, да даже если 1 раз, ты можешь сюда выйти и убить его. Окей, они прям все по респам бегают, то есть бегает зонтик, бегает донг, бегает чоппер, все, если хотят лонг подраться, все тут толпой бегают. Лаки 1 в 1 на Б нашел фраг. Опа. Никого нет, можно стоять так. Сейчас прикиньте, чтобы вы понимали, вот сейчас вот этот молик горит, он еле как в него прошел. Но сейчас, мне кажется, у тебя всегда будет гэп, где ты сможешь подниматься. То есть сейчас будет игра тебя подлавливать, и типа часто ты будешь фейлить из-за того, что ты вроде бы кинул молик, но ты не понимаешь, как он раскрылся, тем более если молики без ориентиров, там будет всегда гэпы, в которые челы могут пройти. Тут интересно, как он убьет. В целом, из-за того, что, видите, он сейчас стоит на месте, они на него выбегают, хоть и он слышит звук, но не как будто все равно у Тера преимущество. Ну, тут по-любому, тут прям, чтобы кинуть идеальный молик, это очень сложно будет делать. Всегда будет гэп, скорее всего, вот здесь. Ну, как в целом он и получился. Да, классическая. Не сбриваешь, чел на тебя набегает и все. Каждый раунд смотрит, если что, на хаешке стоит. Ну, опять же, пока он стоит от бараша вдвоем, есть всегда окно, когда игрок побежит сюда, потому что он его не чекает. Видите, они просто, ну, он прочекал первый тайминг, да, вот здесь. Но если вы помните, то люди часто, типа, чуть стоят и потом бегут. И вот есть такой гэп. Ну, условно, он не открывается, и из-за того, что они играют 3 лонг, ну, там, 2 лонг, они играют Широ сразу вот здесь. Если бы, условно, они играли 3 лонг, то часто игрок мог бы сюда проверять. Ну, это ладно, это уже так мало кто делает, но на фрисите, ребята, так будет получаться. То, что всегда рандомный чел всегда прибежит и сюда пройдет, потому что вы играете вдвоем здесь. Но лучше играть, мне кажется, все равно вдвоем здесь, чем 1-1, потому что, если мы говорим даже о фрисите, то шанс бараша как будто большой. Лаки просто всю игру 1 в 1 берет с типом дуэль. Ну, типа, и единственное, как его убило, это когда, типа, 8-м патроном он сразу на размен вышел, его кончило. Все, Зик реакция, Широ убивает. Дека взял дуэль. Такая была. Достаточно тяжелая. Ну и все, зеркалочка у нас сейчас будет. Пистолетный раунд. Это у нас что? 3 нишка, этот банка. Прыгать будет, не будет. Тут 2 набора. Да, 2 набора. У кого второй набор? У Зонтикса. И Донкич. Так, Донкич у нас на ящик.
Все четко. Упал. Там мидл чекался. Вышли мид. Нестандартный спот занял Кенси на пистике. Ну и в целом какой-то пистолетный раунд нестандартный. Что-то флешки у дека, эти здесь. Ну лаки просто бой с тенью. На самом деле достаточно много важных всяких штук сделал в этой игре. Хотя ну-ка, неужели глок будет? Дигл. Или на дасте не вариант дигл брать? 5 глоков. Ну да, в целом для того, что он играет еще на дасте такую важную роль, где нужны гранаты, то есть смок, молик какой-нибудь, дигл. Ну и в целом на дасте где дигл реализовать? Ну только если в зиг пойдешь, как-то убьешь. В целом вот тут на карте дигла ну не существует. Это единственная карта, где КТ могут прям не дать шанса на никакую дуэль. На широком вдруг там снайпер, да? Мидл не контролится, то есть мидл очень важно, когда играете, если мидл типа не контролится или человек может в любой момент забежать нишку, ты всегда должен от этого играть. Опа, дочекал, вышел здесь. Флешка будет, не будет? Прошел. Слышишь, что Кенси? Не, флешка, все четко, тимплей. Молик. Ой, молик уже этими синим пламенем горит. Какой он огромный. Сейчас он будет, ну, типа 75% от этого, мне кажется. Или его надо на треть порезали. Тоже мало кто, ну, типа, на фрисите это делает. В играх часто. Вместо смока петля, который сюда, либо сюда, там, неважно, какой-либо створку, можно бросать левый смок сюда. И за счет этого ты в любой момент можешь пойти КТ распикать. И, типа на КТ здесь на очке стоит. То есть это лучше, этот смок, чем вот это. То есть базовый типа запрыгнул, голову опустил, прошел, залез и слева направо вот такой отпик на лестницу. Молик будет или под флешку? Нет, там смог. Смог дал. Такой смог. То есть, ну это уже про мувы, когда типа ты занимаешь ту зону. И в чем прикол, когда ты занимаешь под смог? Первое, ты в сейве, то есть авик не может задоджить флешку, тебя убить. Там какой-то, если молик даешь, авик может стоять за моликом. И дав этот смог, ты уже можешь тут стоять вчетвером, там, либо втроем, подойти и резко хитануть. И этим смогом ты уже должен разводить на какие-то гранаты. Достаточно профессионально занять, но смог какой-то прям уродский. Видите, тут либо это КТшный, тут смог есть второй. Видите, гэпа нет. Почему такой смог? Он должен быть. Ну да, он достаточно широкий, его надо чуть правее давать, иначе ты даже в него выйти не можешь. Так, молик КТ. У нас вторым темпом левый смог. Какой-то сумасшедший раунд. Доиграют они его? Бам. Бам. Ну что за пылесос это? Дропнуть бомбу надо было другу. Ну что это такое? Он переворачивает все эти моменты. Раунд, конечно, не экзотический. Сплит А через КТ. Вот такой раунд. Вот эти фраги. То есть, условно, раз, два, бесшансовые какие-то фраги. Тут Мэгги красный, нет? Можно было, ну, он фейканул, четко. Тут, конечно, спасал эту дуэль. Лаки в прыжке убивает. Очень важный раунд, первый бай. Вообще-то, да, то есть этот парень, он, если даешь ему какие-то дуэли, он, ну, прям с первой его не вырубаешь, он как бы не фейлит. И вот так вот один в один хотят затрейдить на лонге, типа, там резалт. Ну и все, сплит, флэш, бам, смог. Он ему мстит за те моменты, что ли? 17 фрагов. Еще один, и все, его выключат из этой игры. Опа, хаешка. Авик спалился, он за ним вышел. Тоже метовый смог сейчас на дасте, ребята. Надо всем вам выучить, если собираетесь даст играть. Вот такой смог. Вот с этой темы сюда. И единственный смог, который, ну, то есть, вот какие смоки сейчас самые меты вообще в целом на дасте, да, если мы эту карту тронулись. Этот смог сейчас поменял мету. Верхние смоки все меняют мету. То есть ты одним смоком способен сделать любой сплит. И одним смоком ты закрываешь лонг. Эти 3 новых смока, все остальное, конечно, пока что не особо новое. То есть, условно, тером сейчас легче выйти на любой расклад. Можно разводить экстра смоки. Окей. 30 секунд, переход, 4 в 4. Ну, раунд за спирит. Такой пропрыг опасный всегда, снайпер мог прыгнуть чуть поздновато, как по мне. Еще, да, прикольная карта, одна из немногих, где вот тут можно засейвить, хотя бомба здесь. На всех картах вот такой радиус. Окей, авик на авик. Все, там чел красный, хаешки нет. Что странно, да, на его роли хаешка это мейн вообще вещь, пацаны. Может под какой-то хит, раунд нужна была она. Сейчас бы он его убил. Ну, все тут, да.
снайпер убивает. Не, ну через 2 флешки играет. Походу нет, походу это тристемка, там юспы. Судя по всему, никого не убьет. Такой рест на мид. Чуть стоит, но он прям ждет смог, да? И сразу бежит. Я не уверен, но когда ты прям ждешь смог X, тут уже игрок может выбежать тебя кончить. Нереальном обсосе каком. Ладно, давайте сделаем все четко. Одну демку по фокусе. X смог, что-то прошел, запрыгнул по смоку. Минута 25. Где-то может Аякс спалился, дошел. Просто непонятно, что происходит. Он просто в блайнде. 2 хп, оба типа. Вот и через хаешку он закупился. Все-таки хаешзик на прыжок. А вот и Лаки. Решил взять все в свои руки. Такое тоже бывает. Молик. Файт. На миде. Там уже Б вышел игрок. Ну, тут, конечно, он лезет на зиг. Хотя у него Б-клир. Тут, конечно, по базе надо идти на Б, чтобы выиграть раунд. Ну, ничего страшного. Что ж, ребята, с вами был Джейм, Dust 2, увлекательная карта, играем ее 25 лет, ну скоро, да, наверное, может быть больше, может быть меньше, но около 20 лет мы ее играем. С одной стороны, конечно, я рад, с другой стороны, Overpass, я надеюсь, что его вернут, особенно, да, интересно, зачем они меняют Vertigo, когда Overpass был в целом крутым. Но, отвечая на этот вопрос сам же я, конечно, популярность карты влияет очень сильно на ее нахождение в компетитив мап-пуле, но это все не важно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди у нас много всего интересного. Сейчас тяжелое время для нашей команды в плане графика, но в будущем все будет лучше, буду чаще записывать ролики, нужна ваша поддержка, не забывайте меня. Всем пока!